Володя, ты съемку портишь, зараза. Как говорил Стив Джобс о нем, это колесо, которое хочется облизать. То есть то, что зашло мне, может не зайти тебе, мой моноколесный друг. Всем привет, меня зовут Сергей. Я владелец колеса V8, но также я диванный эксперт икодрифта, и мне повезло протестировать Gotway M Super X. И вот сейчас я тестировал замечательное колесо Никола. Итак, колесо Никола. Оно отличается своими выдающимися формами. Мне кажется, производители колес испробовали уже массу изысков для того, чтобы покупали именно их колеса. И вот Gotway решил сделать удивительно красивое колесо. Никола — это колесо-леденец. Как говорил Стив Джобс о нем, это колесо, которое хочется облизать. Или он говорил об иконках iPhone, неважно. Итак, это самое, на мой взгляд, красивое колесо. Смотрите, какая замечательная у него подсветочка. Какие милые мягкие подушечки. А какая у него замечательная ручка, которая моментально выдвигается и моментально складывается. А также у него выдающаяся покрышка 16 на 3 дюйма. На мой взгляд, это наиболее удобная и комфортная покрышка на сегодняшний день. Объясню, почему позже. Ручка действительно выдвигается и складывается обратно очень быстро в полдвижения. То есть, да, когда ты собираешься поехать со светофора, ты делаешь такое движение, и ручка готова. Но на этом, собственно, ее плюсы, наверное, исчерпаны. Ее не так удобно вынимать, потому что она у тебя оказывается глубоко между ног. Не так удобно складывать, если ты, не дай бог, попал в общественный транспорт. Ну, она немножко люфтит, но это не критично. Далее уже много было копий сломано непосредственно ручку для переноски. Там площадка, которая 100% хорошо работает, но нести Gotway Николу по лестнице не так удобно. На мой взгляд, это из-за того, что большой палец никак не заходит в ручку, и поэтому создается ощущение неловкости и неудобности для переноски. Мне приходилось его нести 5 этажей. Я считаю, что где-то 3 этажа — это предел комфорта. Фара. На мой взгляд, у Никола лучшая фара из всех известных мне колес для райдера. И, пожалуй, худшая для пешеходов, встречных и велосипедистов, потому что она слепит довольно сильно. Но ночью ехать по лесу очень комфортно. Педали мне показались чересчур узковаты. Из-за больших подушек у меня нога немножко свисала с педалей, и край педалей некомфортно врезался в ступню. Возможно, это только моя проблема, но я встречал людей, которые жаловались на то же самое. Педали магнитные, комфортно складываются и раскладываются. У Николы выдающийся корпус, он больше даже, чем у M Super X. Когда привыкаешь к нему, понимаешь, что это отличный размер, он оптимален для колеса. Ты чувствуешь себя очень комфортно на нем, оно соответствует габаритам большого парня, который способен нести Николу. Также могу сказать, что из-за того, что колесо достаточно высокое и широкое, при езде можно опираться как на слона, коленями немножко упираешься сюда, снимая вес, и ножки немножко отдыхают, очень комфортно. Но это все зависит, конечно, от форм-факторов райдера. То есть то, что зашло мне, может не зайти тебе, мой моноколесный друг. Так, подсветочка, опять же, одна из самых замечательных. И ходовые качества удивительные. Колесо прирастает к твоим ногам, чувства просто обалденные. Я просто влюбился в это колесо. Перед этим, как я уже говорил ранее, я тестировал M Super X. И M Super X обладает удивительными внедорожными качествами. И если бы мне предложили эти два колеса на выбор и сказали, что вот соревнования, Серега, выбирай, я бы, разумеется, не думая, выбрал M Super X. Проходимость у него больше, на скорости он держит дорогу как трамвай. Я бы даже сказал, что слишком хорошо держит дорогу. Ехать на нем скучновато. Ты как будто бы держишься за ручку, и тебя кто-то везет. В то время как Никола также комфортен на неровностях,
он их отлично проходит, но он имеет особенность маневренности даже на хороших скоростях, и мне это очень импонирует. Я проехал на этом колесе 200 километров, и оно мне очень понравилось, правда. И я бы сказал, что я бы взял, наверное, все-таки не M Super X, а Николу именно потому, что это душевное колесо. Вот вы слышите, это входящий звонок, оно так привязалось ко мне, что... Извините. Итак, если бы мне пришлось выбирать между M Super X и Никола, я бы выбрал, пожалуй, Николу, потому что это душевное колесо, которое прирастает к твоим ногам, и ты можешь поворачивать влево, вправо, на хороших скоростях, объезжая корни, в то время как M Super X просто перемахнет через них, ты даже не заметишь. Да? Тут ты имеешь выбор либо проехать через них, либо объехать. Вот эта маневренность мне очень нравится. Возможно, кому-то она не зайдет. Зарядки мне хватало чуть-чуть побольше, чем на M Super X, но незначительно. На M Super X это где-то я проехал 70 километров на одной зарядке, на Николе где-то 75. Ну, незначительно, в бодром режиме. И там я разгонял колесо до 50+. Скорость комфортна, но M Super X держит большие скорости более уверенно. На Николу вы можете поймать кусочек вашего воблинга, когда колесо немножко начинает вилять, но при этом его достаточно сжать коленями, и оно встает на свою траекторию. Я бы рекомендовал к покупке колесо Gotway Никола. Сам я буду ждать появления Kingsong 16X. Благодарю Экодрифт за предоставленную возможность протестировать эти замечательные колеса. Я очень доволен, что мне повезло покататься на таких замечательных колесах. И мой выбор будет напрямую связан с этими тестами. Спасибо. Всем пока.